Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня я пригласила поговорить Марию Вдовиченко. Мария– жительница Мариуполя. Марии 18 лет. Мария, как и огромное количество украинцев и мариупольцев, 24 февраля 2022 года проснулась в другой реальности. И вот с этого момента история Марии, которой было тогда 17 лет, тогда 17 лет. Она, конечно, вот, Маш, вы знаете, я вот скажу нашим зрителям, что когда наш замглавного редактора издания «Гордон» Татьяна Райда с вами беседовала перед интервью и услышала вашу историю, она не смогла сдержать слез. Она просто плакала от того, что она услышала и как, каким образом складывалась ваша история. Я хочу, чтобы об этом сегодня услышали вот все наши зрители, все сотни тысяч и миллионы людей, которые нас смотрят и в Украине, и во всем мире. Давайте начнем, наверное, знаете, с чего? Вот до 24 февраля, до широкомасштабного вторжения России в Украину. Вот что вы делали? Чем вы занимались? Какая вы были? И о вашей семье расскажите немножко. Моя семья жила в городе Мариуполь очень давно, начиная с наших прабабушек. И уже я родилась там, моя сестричка, которой 13 лет сейчас. У нас была дружная, любящая, хорошая семья, очень атмосферно у нас всегда было дома. Мы были очень общительными, очень активная у нас позиция была. Мама всегда активно принимала участие в воспитании меня, моей сестры. Она прививала нам ценности, которые считала очень важными для каждого человека. Мы учились с сестрой в школе. На тот период я заканчивала 11 класс, была президентом школы, готовилась к экзаменам, поступлению. В голове было очень много планов, очень много всего хотелось сделать. И в городе для этого были все возможности. Город развивался. У нас был прекрасный город. И также мы творческая семья. Мама у меня занималась народным искусством. Она изготовляла украшения, украинские народные костюмы. Это было Мгм. для нее как хобби. И мы очень часто шили с ней вместе. А также я занималась волонтерством при храме Петра Могилы в Мариуполе. Это одно единственное место, которое расписано Петркиевской росписью в таком Мгм. большом масштабе. Очень хорошее место, очень хороший храм. И жизнь кипела, и планов было очень много, и никто не ожидал, что так все оборвется. Ну, я видела ваши фотографии в "Инстаграме". Такая красивый такой образ до 24 февраля. Вы в таких, украинских вышиванках, в таких гарных платтях, сукнях. Вы играли на бандуре, венок сумасшедший украинский на голове. И вот вы занимались еще этим, да? Да, музыка стала частью меня. Именно в храме мне подарили эту возможность заниматься на инструменте. Инструмент мне очень понравился, очень необычный, красивый по звучанию. Конечно же, сложный в игре, но учитель очень хорошо находил ко мне подход и легко и просто доступно объяснял. Все это было не просто на уровне там, каких-то нот и пальцев, а на уровне души. Это стало частью меня. И венки, костюмы, наряды, платья, всем этим занималась мама. Она Мгм. считала, что инструменту притрагиваться просто в джинсах нельзя. Это как святыня, нужно уважать. И мы с ней вместе разрабатывали дизайн, и для нас это было общее времяпровождение. В этом принимали участие все. И сестра советовала, и папа помогал делать основы, потому что не все можно было сделать женскими руками. То есть это было больше даже как семейное хобби. И вот мы подходим к 24 февраля 2022 года. Как оно началось для вас и что было дальше? Моя мама, она следила за новостями, она чувствовала, что что-то будет, вот просто чувствовала. Она очень переживала, она очень нервничала, она пыталась как-то готовиться, строить какие-то планы, списки и думать, куда бежать. Мы, конечно же, ей не верили. Никто в городе не мог поверить, что город смогут взять, что пойдут такие масштабные действия. Мы ее успокаивали. Максимум купили коту переноску, ну, чтоб была, мама на нее смотрела и успокоилась.
А в ночь с 23 на 24 мама не могла заснуть, она готовила на кухне. И первые взрывы, которые были еще на окраинах города, она услышала. И они прошли такой легкой вибрацией по стеклу у нас на кухне. Она очень испугалась и просто влетела в спальню и закричала «Война!». Просыпаемся, собираемся и все. И уже мы стали обзванивать всех наших знакомых, спрашивать, кто чем занимается. Уже по городу был сумбур, никто не спал той ночью. И в Мариуполе был уже первый горящий дом в 4 утра и первый погибший человек. И эта новость очень быстро разлетелась, мы все были в панике. Понятное дело, что в первые минуты выехать из города было сложно, практически невозможно. В первый день на какой-то период его закрыли, потому что папа пытался заправлять машину, а у нас заправка была на окраине, как Мгм. выезд на Мангуш. Вот. И там уже были украинские военные, не закрывали город, потому что было небезопасно ехать по всем этим направлениям. И родители приняли решение остаться в городе. Папа пытался сделать какие-то закупки, по городу уже был хаос, все раскупали, связь обрывалась, электричество было непостоянно в первые дни, а на день 4-5 уже пропало полностью. На тот день уже не было света, связи, воды. Через пару дней отключили даже газ. И тогда уже было понятно, что все это серьезно. Конечно же, родители старались держать более-менее спокойствие в семье и стараться жить как обычно, ну, Вы без... в многоэтажке жили или у вас частный дом? В многоэтажке на 3-м этаже у нас была двухкомнатная квартира. Вот. И старались как-то успокоиться и переждать. Мы думали, что пройдет там 2-3 недели и все. Но единственным информационным источником уже ближе к началу марта было радио. Мгм. И вот, потому что интернета не было, связи не было. И мы не знали, что творится в этом мире. Мы думали, что вот идут какие-то действия, Мариуполь отбивает, и все идет хорошо, через вот небольшой промежуток времени победа. Мы искренне в это верили, и разные слухи ходили и так далее. Но бои, они шли уже ближе, уже было больше ударов по городу, уже шли авиаудары, и оно все было слышно. Шел огромный гул, и мы понимали, что оно что-то идет, но мы не верили в это. Уже шли слухи о первых погибших, а люди старались обустраивать коридоры, подвалы, и мы тоже забили окна, чтобы стекло не летело в квартиру. И это было все приготовления, которые, в принципе, мы сделали. А воду мы набирали уже в этот период с улице. У нас были такие ситуации, когда соседи ругались, кто первый поставит ведро под сток воды с крыши, потому что мы все очень сильно боялись и не знали, чего ждать, и это пугало еще сильнее. На начало марта, это уже было 2 число, 6 утра, мы всей семьей старались спать рано еще, и мы спали все в зале. Мгм. В зале у нас было большое окно, которое, конечно же, мы забили, но оно дрожало. Мы Мгм. не делали вид, что мы спим, мы старались игнорировать, нам это уже все надоело, мы уже были уставшие от всего этого. И мы чувствуем, что мы спали на полу, пол подпрыгивает. На 3-м этаже прыгает пол и ходит шкаф. То есть это ненормально. И просто резко сорвавшись, в ванную комнату мы побежали. И был удар в 5-й этаж снарядом, и волна взрывная, она прошла по всему дому вниз. Мы Если были в 5 этаж попали, да? Бомба попала в 5 этаж, пропадала э, связь? да, Мгм. попала в 5-й этаж, а мы были на 3-м этаже в ванной комнате. И эта квартира была над нами. То есть волна прошла сквозь нашу квартиру. У нас в ванной по всей квартире повырывала люстры, куски потолка, попадала мебель, стекла все лопнули. Во всем доме лопнули стекла. Вот. Но больше забили, до этого нам повезло, что они не попали в квартиру, не Мгм. засыпали все. В тот момент я очень сильно кричала. Не то чтобы кричала, а прям орала. Было очень страшно. Мою сестру ее откинула в стенку. Она ударилась затылком сильно. У всех паника, и мама не смогла встать на ноги. Она сильно испугалась, что с Нелли случилось. Она ударилась, и она не отвечала, не реагировала. Она очень сильно испугалась за мою сестру, за всех нас. И она не смогла встать на ноги, и ее трусило сильно в тот момент. Папа
Он холодно на все это отреагировал. Он быстро поподавал нам верхнюю одежду, схватил кота, потому что потом моя сестра, она очнулась, у нее была паника, где кот. Она прям, она не могла его бросить. Ну, это тоже часть семьи. Мгм. Вот. И быстро собираться. Папа сказал, что нельзя в тот момент было находиться там на месте. Это было очень опасно. Мы не знали, будет ли еще прилет. И когда в здании, попадаешь в здание, кажется, что все вокруг падает, и ты проваливаешься вместе с зданием. И Неля пошла с котом, а я и папа, мы взяли маму под руки, не то чтобы ее как-то помогали ей, мы просто ее волокли. Она не могла идти, а у нас не было времени, чтобы там на что-то тратить. Мы даже не успели нормально одеться, обуться, что-то взять. Просто, как мы были, побежали вниз в подвал. А чтобы добежать в подвал, нужно было оббежать весь дом, потому что у нас были работы во дворе строительные, и там пройти было сложно, все было ограждено. И нам нужно было оббегать. На улице горели машины, кричали люди, шифер падал, стекла везде были. На улице был минус и лед, посыпанный стеклом. А я шла в тапочках, то есть они скользкие, и я боялась очень сильно упасть, потому что терять время, а оно гудит, летит, и просто папа нас всех за шкирку и молча в подвал. Было неописуемо страшно, и не понимаешь, что натворится. В подвал мы тоже зашли силой, можно сказать. Папа силой открыл дверь, потому что нас не хотели пускать соседи. Там уже было много людей, и это не было место бомбоубежища. Это просто был когда-то бывший магазинчик, у кого-то были ключи, и туда спрятались люди. И Мгм. это было единственное место, куда можно было спуститься вниз. В здании было находиться опасно. И, понятное дело, на этом фоне были конфликты из-за нашего кота. Ну, понятно, как бы людям не нравилось, что мы взяли животное. Многие люди поставляли животных в квартирах, квартиры потом впоследствии погорели, и было больно. И даже в этом моменте очень больно и обидно. А сколько людей было вот в подвале и сколько времени вы провели в этом подвале? Вот, я так понимаю, там еще у вас в подвале и пара была совсем с младенцем пятимесячным. Вот кто там был и как отношения выстраивались и что вообще происходило? В подвале нас было 25-23 человека, вот примерно так. А, Были маленькие дети. Мы когда забегали в подвал, за нами забежала семья с маленьким ребенком, грудничком еще совсем. Они были с Восточного. Они с Восточного перебежали в Приморский район, чтобы спрятаться, а тут тоже такое вот настигло. Вот, и они забежали прямо за нами. То есть, если бы мы не успели, там бы сразу две семьи могло погибнуть. И также были люди более старшего возраста. Была такая уже пожилая женщина, которая мучила ее или диабет, было какое-то заболевание, она тоже не ходила. Вот. И тоже, да, были чуть младше меня, тоже девочки. То есть, ну, семьи. Были обыкновенные семьи, которые пытались спрятаться. Вот. И быт у нас был очень скромный, потому что подвал не был никак обустроен, полы были голые, там были окна, которые заставляли мешками. То есть это неполноценное убежище. И на одну семью одно одеяло. Вот представьте одеяло, вот расстелить вот так вот на полу и сложить его вдвое. И вот это вот место на одну семью. Все, больше там физически не получалось занять, как бы ни старался. И в таком положении спать, сидеть, заниматься какими-то вещами и никак более. Темно. От этих огарочков мы полили масло подсолнечное и свечи. Но свечи мы старались экономить, и они закончились быстро. А от этого масла, как фитильки бинт, ставится масло и подпаливает его. Копоть, шла очень сильная копоть, было много пыли, и очень часто шла носом кровь черная просто. И сильные головные боли от этого даже, не было воздуха. И это стало одной из тех причин, почему мама останавливалась в подвале сердца. Ей было очень тяжело это все выдержать. У нее было тяжелое эмоциональное состояние, физическое состояние. До войны у нее была полинейропатия, и она у нее хроническая. И на фоне вот этого всего она к ней вернулась, и она очень сильно ее ударила. И она не могла терпеть. Она
нам не показывала виду, что ей плохо. Мы старались ей как-то помочь, как-то облегчить ее ситуацию, но медикаментов у нас не было. По городу найти их было невозможно на тот момент. И из квартиры мы не успели забрать все вещи. Мы с папой только один раз поднимались в квартиру, это произошло во время обстрела. А в тот момент нам снова ж нужно было выходить и обходить. Мы ждали, вот, чтобы все затихло, и выйти оттуда, и что-нибудь взять, хотя бы теплую одежду, какую-нибудь еду, остатки каких-нибудь запасов. И снова начался обстрел, и летели осколки. Папа, он быстро и резко падает на землю, и меня с собой ладошкой вот так. Я, понятное дело, ударилась, он мне ничего не объяснил, у меня паника, я пытаюсь подниматься, я не могу понять, что творится, что он делает и так далее. И вырываюсь, приподнимаюсь, я вижу, как бежит женщина, которую я знала, с которой мы общались, и в нее влетает кусок горячего металла. И было очень страшно осознавать то, что мы тут, там с нашей семьи, родные, близкие, и уже тело. Просто от нее осталось тело, и все. Быстро после этого папа меня за шкирку и в подъезд. Мы сумбурно просто не забрасывали вещи, какие только попадались под руку. Мы не забрали не всю аптечку, мысли, они вот так все разлетелись. Хотя мы всю ночь сидели, думали там, что мы возьмем, в каком количестве, что нам надо, как упакуем. А не было у нас все, просто все для нас потерялось в тот момент. И земля, она дрожала. Вот мы бегаем по квартире, пытаемся как-то успокоиться, что-то там делаем, а земля дрожит, и очень страшно было осознавать, что оно рядом, все оно очень рядом. И что успели взять, то мы и спустили в подвал. После мы остались без квартиры, как и наши соседи, потому что был второй прилет в дом, и ничего не осталось. Вокруг нашего дома там были такие ямы огромного диаметра, под 2 метра вниз, просто перед входом в этот подвал. Было непонятно, как выдержала эта металлическая дверь этот удар. В подвале, когда ты в подвале и рядом бьет, все, что в подвале, оно отбрасывается из стороны в сторону. И там сидишь, как в коробочке, не зная, чего ожидать. Уже в те дни были первые захоронения в нашем дворе. Были те, которых оставляли в квартирах мертвых людей, потому что там было холодно, вот, и тело так дольше лежало. Было очень страшно осознавать то, что мы умираем потихоньку, и город гибнет. Хотя в первые дни мы ж постарались между другими подвалами, люди как-то старались общаться. А в тот период Мариуполю дали звание «Город-герой», и была такая как радость, что вот сейчас будет деоккупация, сейчас все отобьют, сейчас все будет хорошо. Вот даже в тот момент хотелось в это верить, очень сильно хотелось верить. Мы с соседями пытались как-то находить контакты, как-то готовить вместе, но когда усиливались обстрелы, выйти во двор было сложно. И было такое, что нам прилетело прямо вот в кастрюлю, и больше никто не осмеливался вот так вот долго возле костра проводить время. И да. Вы сказали по поводу мамы, а что было? То есть как, сердце реально останавливалось? А как вы ее спасали? Ночь, я четко помню вот ночь, лежит сестра, я, рядом со мной лежит мама, и с краю лежал папа. Я слышу какой-то шорох, суматоха, и просто открываю глаза и вижу огромные глаза папы, наполненные просто страхом, отчаянием. И он проводил реанимацию. Он делал ей массаж сердца, искусственное дыхание. Он ее общупывал, искал пульс, дышит, не дышит, проверял. И я сначала не поняла, что он делает, что творится. А когда уже почувствовала, что у мамы рука холодная, я осознаю, что он делает. В тот момент было неописуемо, как просто пусто. Уже было очень страшно осознавать то, что я теряю маму. И она была такой степени холодная, тело, просто тело. Папа что-то делал, а она никак не реагировала. Просто тут лежит тело. И я сижу и понимаю, что ее уже нету.
То есть как-то, вот. А подскакивает рядом моя сестра, и она смотрит на все это, и все, вот, мир полностью в тот момент для меня исчез. И папа проводил эту реанимацию очень долго, настойчиво, до тех пор, пока она не очнулась. И никто со стороны не спросил, что происходит, помочь как-то, что-то еще там. М, Сложно это все описывать, что ты в этот момент чувствуешь, а я ничем не могла помочь. И это добивало еще сильнее в тот момент. Это один из самых таких страшных моментов, когда ты смотришь на близкого человека и ничем ему не можешь помочь. Но папа реанимировал ее до последнего, он не мог ее отпустить. И он ее не отпустил. И это состояние, оно у нее накалывалось, и был повторный такой приступ. Это было уже 15 числа, и папа уже думал, как нам выезжать оттуда. Потому что не было ни нормальной еды, у нас вообще не было. У нас был засохший хлеб, который мы делили по кусочкам. А, И кстати, вот доставать, как вы да. это, получается, больше 2 недель вы провели в этом маленьком подвале, 25 человек, старики, дети, больные, холодно, голая земля, зима. Была какая-то еда? То есть вот и быт, опять же, извините, туалет там, ну, как это? В этом плане было очень сложно. Поначалу в плане еды мы старались с соседями как-то делиться, там была крупа, что-то варить на кострах, вот. Но ситуация в плане обстрелов, она усугублялась, они были все сильнее, и на улице долгое время находиться было опасно. И уже в ход пошли консервы, у кого какие оставались, но это уже у каждого, у кого было в личном пользовании. Вот. И мы старались экономить хлеб, всего экономить. А раз на день мы старались как-нибудь перекусить. Нельзя назвать это полноценной едой. Одна глубокая тарелочка, разбавленная водой, там консерва, хлеб намешанный на семью. Вот. То есть больше мы позволить себе не могли. И постепенно эти порции мы уменьшали, пока у нас не остался сухарик хлеба. Крайний Я не могу назвать его последним, потому что сейчас как бы у меня есть кусочек хлеба. Мне страшно назвать хлеб последним. Но в тот момент я была уверена, что он действительно последний. Это был уже такой маленький сухой кусочек, который я оставила у себя в кармашке, в внутреннем кармане, и пронесла его аж до Запорожья. Я боялась его есть, потому что боялась, что он будет последним. И не из чувства личного голода, а я смотрю и понимаю, что папа хочет кушать, мама голодная, тоже кот и животное. Ну, не объяснишь животному, что сейчас такое. И даже кот у нас ел хлебные крошки. То есть больно смотреть, как мучается твой родной человек, ты не можешь ничем ему помочь. А вокруг еще агрессия. Был момент, когда соседи хотели прибить нашего кота, он им мешал. Был момент, когда агрессировали на семью с ребенком. Почему ребенок кричит ночью во время обстрела? Было такое, когда все люди просто теряли самообладание и пытались перекричать обстрелы. Сидишь в подвале, но все грюкает, штукатурка сыпется, крысы бегают, вот такое вот все. И люди в отчаянии. Были моменты суицидов. Люди, взрослые мужчины не выдерживали это все. В Как туалет суть? в помещении не было санузла, и только на улицу или пакет. То есть такие моменты были очень сложными. Личную гигиену поддерживать было невозможно. Не было уже воды, там, не то чтобы лицо умыть, а пить. Руки были черные, лицо черное от сажи. И страшно вспоминать это все. И, и ночью, когда я помню, вот просто вот сама по себе помню, я лежала, вот пытаешься спать, а не можешь, потому что нос забит от копоти и пыли, потому что мы пытались себе все-таки сделать хоть какое-нибудь освещение, постоянно в темноте ты с ума сходить. Было очень тяжело постоянно сидеть в темноте. Конечно, были моменты, когда мы старались сплочаться, мы пели украинские песни, мы читали молитвы вслух. Кто помнил Святое Писание, была женщина, у которой была Библия, она ее читала, и ее никто не прерывал. Мы старались хоть как-то найти хоть какую-нибудь надежду. Но надежда сгасала, и в какой-то момент даже я своей семье пожелала быстрой смерти.
был обстрел очень сильный. Уже на тот момент начали с кораблей обстреливать Мариуполь, авиаудары. То есть всем, чем могли, они обстреливали. Уничтожали город как могли. И находясь в этом подвале, осознавая то, что через там, несколько метров за стенкой там уже лежат трупы, и я, в принципе, такой же труп, я это прекрасно понимала, что все, жизнь закончилась, и все, больше ничего не будет. И я желала своим близким смерти в своих молитвах. Обычно к Господу обращаются немножко за другим. Но в тот момент пропала вся надежда выжить. А вы говорите, что даже некоторые, соседи, которые были в этом подвале, мужчины, они хотели покончить с собой, но их остановили, я так понимаю, вовремя увидели? Не каждого остановили, к сожалению. Нет. То есть ваши соседи там, прям при вас? Да, то есть вот так. И это все очень страшно, очень страшно. И обидно. Обидно за то, что ты это видишь и не можешь ничего сделать. То есть, И да. что? То есть вот и дальше после этого вот, ну, кто-то из членов какой-то семьи покончил с собой, и они продолжали там, ну, в подвале быть или, ну, куда? Все оставались, в этом подвале до 17 марта. То Вот есть за трупы лежали вместе с вами, с грудными младенцами? Вот все вот так было? а, не в самом подвале, а уже захоронение рядышком. Вот, то есть выйти куда-то захоронить, там, отъехать там или что-то не было возможности. Вот во дворах, рядом с домами. То есть вот у нас был вход в подвал, клумбы и детские, там горки, песочницы. То есть это все превратилось в кладбище. И живешь вот так вот рядом с трупами. Чтобы похоронить, нужно на это время. И не всегда было время. Были моменты, когда лежали эти трупы просто перед входом, накрытые чем-нибудь, чтобы животные не таскали. Потому что страшно было смотреть, когда животное тянет чью-то ручку, а это была чья-то маленькая ручка. И в такие моменты оно кажется, что это не тут. Оно как-то видится, придумывается, снится, но оно не может быть. Такое, да, вот смотришь на это и не веришь в это. Это страшные моменты. Но еще страшнее рассказывать об этом, и как бы на тот период это была наша реальность. И мы, находясь там, мы знали, что мы погибаем, и что на этом месте может оказаться каждый. И уже как бы страшно было слушать, когда мама наша, она с нами прощалась. Она не верила в то, что она там выживет. Что она говорила? Она говорила, что она нас любит. Она говорила, что мы обязаны спастись. Она папе говорила: «Вывези моих девочек». Она всегда называла нас своими девочками, и она нам говорила про счастливое будущее. Она нам говорила про то, что все будет хорошо. Ну, без мамы, ну, все будет хорошо. Ну, как ты сидишь там, родные хоронят своих родных, ты понимаешь, что, ну, никто от этого не застрахован. Тут оно падает рядышком, там немножко сюда, и, как бы, и тут твой родной человек тебе говорит: «Ну, оставляй меня и иди спасайся». Ну, мы не могли ее отпустить. Мы не отпустили даже нашего кота, потому что мы семья. И папа всегда говорил: мы всегда вместе, в любых сложных ситуациях вместе. Дальше было не легче от Мариуполя, как бы, и мы всегда были вместе. Как вы выбирались? 17 числа с утра папа принял решение, что мы должны выехать. И он заводил машину, машина завелась, он просто молча, без лишних слов, все эти пожитки, которые остались в подвале, вот эти вот грязные одеяла, которые были на полу, какие-то там вещи такие мелкие, мы их забрали и поехали. Мы хотели остановиться в Мангуше. Это небольшое поселение возле Мариуполя. И там пересидеть. Но нас туда не впустили, потому что Мариуполь был уже как в окружении, и стояли везде ДНРовские блокпосты. И
переспросить, какая прописка, откуда едете, нас направили просто вот едешь туда. Нам просто так, показав рукой, ДНР сказал, едешь туда, моему папе. Папа понимал, что что-то нехорошее, пытался его уговорить, там какие-то причины найти, нам нужно в Милекино, будто бы там родственники, что-то еще. А он так, нет, едешь туда или всю машину расстреляют. То есть Сколько лет вашему папе и маме? моей маме 40 лет, моему папе 48 лет. Навсегда осталось. Молодые люди. М, И вы поехали туда, куда показал этот, сепаратист или русский, кто там был на этом блокпосту, да? да. И так дальше тоже были эти блокпосты. И так мы остались в Новой Ялте. А в Мангуше, в Новой Ялте на тот период полностью проверяли всех и все. Они ставили свою комендатуру, обустраивали фильтрационные лагеря, и велась очень жесткая проверка. И мы пытались выехать оттуда, но нас разворачивали обратно в эту Новую Ялту. Это между Мангушем и Милекиным, тоже поселение в Донецкой области. И их не интересовало, какой у нас будет быт, есть ли у нас что-нибудь для выживания, какие-то средства. Потому что у нас не было ничего. То есть какие мы вышли с подвала и выехали, такие с этим всем мы такие мы и остались. А папа смог просто чудом найти женщину, которой был заброшенный пансионат, ну, просто заброшка, но в ее владении, ее собственность. И она в этих пустых комнатах, в которых не было даже полов, она принимала людей, беженцев, которые были без ничего. У нас не было ни денег, ничего ценного, чтобы обменять, заплатить за какое-то жилье. И было невозможно что-то даже арендовать. Люди, которые бы там коренное население этой Ялты, они тоже пострадали от войны и оккупации. Мы только пленкой там как-то заделали окна, то есть голое здание, без ничего, никаких коммуникаций, просто маленькая комнатка с голыми стенами. Там тоже было очень сложно, но если вот как подарком судьбы для нас была вода в колодце, пресная вода. Мы могли развести костер и ее кипятить. Для нас это было таким вот небольшим подарочком. Можно было хоть мыться впервые за весь вот этот промежуток времени. И, конечно же, у нас не было еды. У папы было только 200 гривен, случайно завалялись в куртке, налички. 200 украинских гривен. И на них там в оккупации можно было купить только 2 буханки хлеба. Потому что продукцию, которую они туда возили, она была очень высоких цен, и огромные очередя были. Ни у кого не было нормальных запасов, был огромнейший дефицит продовольствия. А оккупанты, они обещали нам, будто бы там будет какая-то гуманитарная помощь, что-то еще, и говорили, приходите вот к церкви, ну, это был такой ориентир такой значимый, вот, в Новой Ялте большая церковь, и туда с паспортами записывайтесь, будем вам что-то потом давать. И люди ходили, записывались, а ничего впоследствии так и не дали. То есть они просто переписали все население, которое Мгм. въехало, а потом его Мгм. перепроверяли еще жестче. Мгм. Единственным выходом оттуда это был фильтрационный лагерь. И по-другому оттуда выехать никак нельзя было. Проверяли всех и каждого, выискивали определенных людей. Были люди, которые вызывали подозрения, просто их уводили непонятно куда. И вот это вот все, оно очень накаляло обстановку, и люди боялись. Люди боялись не то чтобы сказать украинское слово, там что-то такое показать, там знак, там, не дай бог, будет какой-то, а смотреть на этих солдат. Их все очень боялись, потому что они могли не только осматривать на улицах просто так. Людей водили непонятно куда и не обосновывались. Постоянно были слышны звуки автоматов, каких-то криков, и никто никуда не вмешивался. Если что-то у кого-то забирают, то люди просто молча отдавали и все, старались как можно меньше на себя обращать внимание. На фильтрационный лагерь мы простояли в очереди из машин, так как мы были со своим транспортом, 2 полных дня. И очередь нашу серьезно контролировали, смотрели, чем мы занимаемся в машине. Выйти из машины считалось за провокацию. То есть даже в туалет, ну, нельзя было выйти на улицу или просто походить. Это было очень сложно выдержать это. 2 дня просто посидеть в машине. Мама в таком состоянии еще. Мама в таком состоянии очень замерзла, и это, к сожалению, ухудшило ее ситуацию. И
Ей было очень тяжело. Она теряла сознание. Папа ее старался как-то приводить в порядок то холодной водой. Понятно, иногда приходилось немножко небольшую пощечину дать, чтобы привести ее в порядок, в чувство, чтобы она... Папа старался ее держать. Он очень сильно старался. А мы с сестрой молча это все терпели. Мы понимали, что другого выхода нет. Надо это все перетерпеть. И до войны я имела несколько лет опыта волонтерства при храме, и я видела разных людей, у которых были разные недуги, разные ягои в этой жизни. И батюшки на проповедях всегда говорили, что вот Господь дает испытание, то, с которым ты можешь справиться. Просто ты обязан проявить себя, найти в себе какие-то силы. И вот этими вот всеми проповедями, там, воспроизводя у себя в голове, я старалась как-то отвлекаться от всего происходящего, и я в тот момент находилась как в таком небольшом забытии. Уже сбилась со счета, какие были дни. Было очень тяжело выдержать все это морально. И очень унизительно было, когда ты сидишь вот в таком положении в машине, ждешь непонятно чего, потому что ты идешь прям как оккупант в руки, просто ему сдаешься, и именно он решает твою судьбу и выписывает тебе вердикт. Они еще пригоняли свои ЗМИ, которые нас снимали без нашего разрешения. То, что мы делаем в машине, все наше это положение, наши лица. Были люди, которых заставляли разговаривать на камеру. И они ходили не просто оператор, журналист, а с военными. И применяли при всем этом силу. Им нужно было сделать картинку. Было очень унизительно становиться для них этой картинкой. Как вели себя оккупанты? Как они выглядели? Э, Они вели себя очень раскрепощенно по отношению к нам, очень своевольно. Все, что считали нужным, они делали, все, что считали нужным, они говорили. Они могли спокойно во время очереди открыть машину, просмотреть, что там, просмотреть каждого. К нам чисто, может, шутки, может, еще как-то прицепились из-за тонирующей пленки на стекле и заставили ее сдирать, не выходя из машины. И наблюдали за этим. То есть они могли заниматься тем, чем хотели. А в фильтрационном лагере вообще никакого... Было полное их своевластие. Для них мы не были людьми. Просто куском живого мяса, с которым ты можешь делать все, что угодно. На допросе уже в самом фильтрационном лагере моего папу очень сильно побили. Ему нанесли серьезные удары, вследствие которых у него потом начало пропадать зрение и ухудшаться состояние здоровья. Его били из-за того, что у него был пустой телефон. Да, мы очистили телефон, у нас была причина, потому что там были контакты наших знакомых, которые имели проукраинскую позицию. У нас были фотографии там, национальных праздников, и мои фотографии, фотографии со школы, с линеек, там, где висят украинские флаги, это было там нельзя показывать. За такое убивали, за украинское слово мучили. То есть там нужно, в таких местах нужно все это скрыть, чтобы выжить. У нас Выжить. была цель выжить. И, конечно же, мы все такое поубирали. Папа, он не хотел портить свой аккумулятор, чтобы зарядить свой телефон и что-нибудь внести себе, какую-нибудь там фейковую почту, какой-то фейковый аккаунт, чтобы оно там было. И он оставил его пустым. Это вызвало подозрение, и ему стали вбивать то, в чем он должен сознаться, что он там агент, там что-то пытается спрятать, там что-то скрывает и так далее. И с каждым разом его били сильнее и сильнее. Он падал, человеку когда больно, он может закричать. Из-за этого его били еще сильнее. Ему просто в конечности тыкали оружие, грозясь прострелить ему ногу. Ему хотели отрезать уши. То есть не просто ему сказали или спросили, может, тебе ухо отрезать, а было все в таком унижении и нанесении увечьев моему папе. Били Но по папа, голове? да, финальный такой удар сильный по голове, чуть выше затылка, и он потерял сознание. Он очнулся, когда его уже... Там было как два входа в это вот, именно фильтрационные как кабинеты, и там его просто выволокли на улицу под плитой, и там уже было много военных этих, которые вокруг него ходили, пинали его ногами.
и угрожали ему расправой над семьей, что-то выбить с него. Но он не соглашался с ними. Он давал на все вопросы ответы нейтральные. Он не унижал ни себя, ни свою страну. Он держался. Потому что, честно, ему нечего было скрывать. Он ничего не скрывал. Он просто до этого жил нормальной жизнью, как и каждый человек, который живет в своей стране, имеет свою культуру, праздники и свои взгляды. Просто жил. А там это нужно было скрывать. И показать в какой-то момент было нельзя. И, к А сожалению, вы это так. слышали это все, когда над ним издевались русские твари? В тот момент, моя процедура, она закончилась. У меня она прошла достаточно быстро. У меня тоже брали документы, просматривали телефон. У меня на телефоне были фотографии кота, я фотографировала свое лицо. Ну, такие моменты, которые незначительные, но телефон не был пустым. Мне нужно было раздеться, чтобы просмотрели все татуировки. Вдруг что-то где-то есть, что-то где-то прячу и скрываю. Оно все сопровождалось для меня непонятным унижением на фоне моего пола, моей внешности. И так, обстановка не самая лучшая. И досмотр этот проводила не женщина. И это еще больше унижало. И еще больше старались давить. В тот момент, я по большей степени молчала, и из этого меня могли оскорбить, сказать мне, что, такой грубой форме, что я какая-то глупая, там еще какая-то. Я старалась не идти на контакт. И когда мне уже выдали, справку, вернули мои личные вещи, я не успела нормально одеться, меня за шкирку вытолкнули. И этот солдат, который это сделал, просто вот так вот за шкирку, и вот он идет и меня за собой за шкирку. А я ростом 1,50 м, то есть я не сопротивляться ничего не могу. И я понимаю, что оно не туда идет. Он при всем этом продолжал меня унижать, то, что было во время процедуры, так шло. И он меня так волок до тех пор, пока меня просто не отбросило в сторону, я не удержалась на ногах. И он начал смеяться, продолжал шутить. Ему было очень смешно, это была ночь, мне было страшно. Я разбила коленку, и я с такими глазами я потерялась. Я забыла, где я, что я просто побежала. То есть я не думала о том, что он может меня догнать, там, стрелять, что-то еще делать, там, я ухудшая ситуация, я просто побежала. И забежала в машину. А мама фильтрацию не проходила, потому что она вообще не могла двигаться. Она как атрофировалась. И она все это видела. Это видела моя сестра, и я без папы. Я ничего не могла сказать в тот момент. И мы сидели так около часа. И папу тоже вывели силой. Он молча сел в машину и поехал. И уже в Бердянске, когда мы доехали, он рассказал просто очень смазанно, что с ним произошло. Мы видели его состояние, внешний вид, ему было очень плохо. Его рвало, у него шла кровь носом, сильно кружила голову. Ему было очень плохо. Он сказал, мы обязаны хоть доползти, но выбраться на подконтрольную Украине территорию. Ужасно. Какие твари, какие суки, русские оккупанты. Конечно, им за все это воздастся сполна. Когда вы приехали, как это было? Как вы увидели наших родных людей? Куда вы попали? С Бердянска мы имели цель, конкретную цель, приехать в Запорожье. Просто любой ценой приехать в Запорожье. Мы проехали 27 именно русских уже блокпостов, на которых творился полный беспредел. Там могли отбирать как и какие-то вещи, так и самих людей оставлять на блокпостах. И делать вообще непонятно, что могло твориться. То есть разлучались семьи. Нашего папу пытались несколько раз мобилизировать в свои войска. Папа показывал, что ему плохо, жена, которая болеет, нужно искать в госпиталь. И он везде давал нейтральные такие ответы, не давал точные координаты, куда мы едем. Просто от села к селу и так далее. Это была дорога очень сложная, просто гонка на выживание. Дороги были заминированы. Нас специально направляли минированными дорогами. Мы могли проехать просто мимо поля боя. Вот идет поле боя, идет обстрел, а мы там едем, потому что другой дороги нету. И не мы выбирали путь, а именно оккупант, куда считал нужным, туда и направлял колонну. И были моменты, когда нас разворачивали много раз.
И папа окольными путями старался, не с этого блокпоста мы не выехали, выйдем с обратного. И дорога была очень тяжелой. И он смог за день преодолеть весь этот путь, чтобы мы попали в Запорожскую область. И когда мы увидели вдалеке украинский флаг, папу начало очень сильно трусить. Он думал, что это какая-то провокация. Он не верил, что он смог вывести. Он просто не мог принять это. И он сказал, чтобы мы молчали. Вдруг это провокация, в нас будут стрелять. Он был просто в этом уверен. Он не мог в это поверить. Но когда мы приехали, у нас осмотрели документы, и папа, он не шел на контакт с военными. Он старался молчать, не разговаривать. Но когда он понял, что это именно уже наши люди, потому что отношение было другое, даже при обыске. То есть наши вещи не швыряли, нас не обзывали, не унижали. И атмосфера была другая. Там воздух был даже другой. Нам помогли именно на блокпосте немножко поправить машину, потому что у нас уже были колеса приспущены, побитые стекла, и оттуда нас уже забрала полиция с волонтерами, которые формировали колонну, именно въезд в Запорожье беженцев. Вот. И в Запорожье у нас была впервые за промежуток времени возможность покушать, умыться, просто почувствовать себя человеком, снова узнать, что такое человеческое отношение, вот. И там уже оказали первую медицинскую помощь маме, но папе не смогли там помочь, потому что очень много было раненых, и госпиталь был заполненный. И нас с волонтерами направили в город Днепр. Вы попали в Днепр, и там папа уже смог, начать лечение? В Днепре папа еще раз прошел комиссию, подтвердили, что у него теряется зрение вследствие контузии, которую ему нанесли во время допроса. И в Днепре тоже были огромные очередя, и посоветовали нам ехать на западные области, что там будут меньше очередя, больше возможностей и спокойнее, как бы, и мы старались где-нибудь пристроиться. И так мы ехали от города к городу. Вот. Что произошло дальше? А, Дальше состояние моего отца, к сожалению, стало ухудшаться. Мы старались находить в разных местах и медикаменты, и врачей. Мы очень благодарны тем людям, которые нас тогда приняли, помогали в этом моменте. Получилось так, что при выезде, когда мы попали в первые дни уже на территорию подконтрольной Украины, я дала комментарий о том, что я видела. Просто о том, что я видела. Это был такой небольшой комментарий, который потом очень разлетелся, популяризировался. И в ответ мне стали приходить очень странные СМС, не только мне, но и членам моей семьи, странного содержания на русском языке, со странной символикой, с угрозами. И потом выяснилось, что этот комментарий украла русская сторона своими СМИ. Они перекрутили всю историю, переписали и выставили меня и мою семью непонятно чем. Что Хотя это вы всех пытали, да? а, Убивали, бомбами забрасывали? Мгм. было то, что я не уважаю русских солдат, я оскверняю их честь, что никогда, будто Хорошо. бы такой человек, там, они самые святые, а я там пришла, всех, ну, занеуважала и так далее. И распространяю фейки. Мгм. А то, что не бывает фильтрации, то, что не Мгм. бывает оккупации, не умирают люди, это все фейки. Мгм. И за это так сильно набросились. Пытались взламывать социальные сети, банковские счета, искать физически. И на тот момент как бы я не стеснялась, где я находилась физически. Я открыто общалась с людьми, виделась с разными людьми. И было очень страшно, что люди могут из-за нас иметь неприятности. И у нас семья и так все не очень хорошо. И еще со стороны такой наплыв. И было предложение выехать нам за границу на небольшой промежуток времени, а там дальше как пойдет. С целью успокоиться, лечение родителям как-то на поддержку. Но за границей мы смогли пробыть недолго, потому что и сложно, и дорого финансово. Мамы состояние, к сожалению, ухудшалось. Она вообще не ходила, она не могла себя обслуживать.
И папа на тот период оставался слепым и не помогала. И я как бы самостоятельно старалась решать какие-то вопросы. И это было очень сложно делать в чужом государстве, без поддержки. Вот сам на себя и как бы даже обратиться не к кому. И поэтому мы вернулись в Украину. Но для нашей семьи сильным ударом стала смерть моего отца. Для нас это очень для меня больная тема, потому что он говорил, что ему хорошо. Он обещал, что он всегда рядом. Он прям уверял, прям, я всегда рядом, я всегда поддержу. Он просто, я его просила не оставлять меня. Мне было тяжело ему в каких-то периодах, может быть, сказать, что я его люблю. Там, когда-то в Мариуполе мне было неудобно взять его за руку, как бы мне 17 лет, я с папой хожу по дороге за ручку. А сейчас я об этом жалею, очень сильно жалею. Для папы просто не выдержало сердце. И для меня это было сильным ударом. Просто будто бы порвало на куски из середины. В тот день мне показалось, что все. Это тяжело описывать. Для моей семьи это большая боль. И я не могу это принять. Я неделю назад был момент, когда мне было тяжело, были разные вопросы, и я подумала, позвоню я папе. И я позвонила, а телефон звонит у меня в тумбочке. То есть звонить некому. И сознание просто от всего этого, будто бы меня облили кипятком. И хочется орать, а орать, именно орать, а орать уже нечем. И просто кричать уже некуда. И за все это, как бы, я ненавижу пол того мира, который убил мой мир. Тут сложно описывать. Что, что бы вы хотели сказать и пожелать и Путину, и всем русским, которые участвуют и поддерживают эту войну? Желать им нечего. Как бы очевидно, что в нормальном обществе, в котором действует международное право, этим их нельзя назвать людьми. Им нет места в этом мире. Им просто нет места в этом мире. Но так легко они отсюда не уйдут. Обязан быть суд, обязан быть приговор, и он обязан быть исполнен. И не только им, но у них есть родственники. Почему я и мариупольчане многие люди потеряли родственников, а у них они живут, и у них все хорошо. Как бы, может что-то такое желать кому-то и греховно, но в данном случае нет. Даже в Библии пишется, да воздастся каждому по делам его. Вот пусть оно воздастся. Им не должно быть жизни. Они забрали столько жизней. Вот пусть поплатятся своей. Вот самым страшным способом, какой только можно будет придумать. Чисто искренне. Мария, как вы сейчас живете? Ваша семья, вы, ваша мама, как она себя чувствует? Что с сестрой? Где вы находитесь, если это можно говорить? В настоящее время мы живем в Украине. На широкий глаз я не буду говорить конкретное место, но это Украина. Быт у нас такой же, как и у всех украинцев. Эта ночь была тяжелая, честно скажу, были тревоги, страшные тревоги. Страшно осознавать то, что куда-то оно попадает. Еще страшнее осознавать то, что оно попадает не куда-то, а в людей и забирает жизни. Это единственное, что пугает при этих тревогах. Живем мы на съемном жилье, как и все украинцы. Как бы в этом плане я не жалуюсь. Но состояние моей матери на фоне всех этих событий, оно очень сильно ухудшилось. Ее диагноз, если описывать то, что она чувствует страшные неврологические боли, страшные приступы, неконтролируемые. Панические атаки могут быть, сложное психологическое состояние, и не так легко ей помочь. Она не чувствует своих ног.
она не может ходить, она не может себя обслуживать. И она боится иногда об этом сказать. Каждый день она разговаривает со мной с Нелли, будто бы в последний раз. Вот у нее цель на этот день вот увидеть меня и мою сестричку, и все. И она каждый день будто бы прощается. Я ей запрещаю так делать, я верю в то, что все будет хорошо, но она чувствует себя будто бы овощем. То есть она молодая женщина, а она не может или просто встать с кровати и самостоятельно хотя бы взять ложку в руки, чтобы покушать. Во всех этих моментах, ей помогаю я и моя сестричка. То есть И ей на что очень вы тяжело. живете? А, Мы оформились как, внутреннее перемещение особы, и также я стараюсь работать. Мы живем в селе, поэтому работа, конечно же, тут связана с огородами, связана с домашними животными, уборкой. Я закончила только 11 класс, и без высшего образования найти какую-то работу, достаточно сложно в Украине. И учитывая сложную ситуацию в семье, я стараюсь как бы что-то и заработать и не потерять семью, потому что я должна быть и там, и там. И это очень сложно. И поэтому мы, конечно же, за помощью обращаемся к людям, потому что самостоятельно справиться невозможно в данной ситуации. Маша, давайте мы оставим под этим видео реквизиты вашей карточки. И я сейчас обращаюсь ко всем нашим зрителям. Вот вы все слышите историю Марии и ее семьи. Поэтому, если у вас есть желание поддержать и помочь, то, пожалуйста, вот под этим видео вы найдете реквизит Марии. А, Вы мечтали, отличница, президент школы, красавица, играете на бандуре, такие планы на будущее. Вы мечтали поступить в университет. Кем вы хотели быть? В Мариуполе я хотела поступить в университет внутренних дел. Я видела себя в этой сфере. Я выбрала академию. Я тогда готовилась к физическим спортивным нормативам. Я учила теоретическую часть, потому что помимо ЗНО нужно было еще проходить творческий конкурс. А спортивные те же нормативы были очень сложные. Но я горела всем этим и хотела поступить на бюджет сама, потому что школа у меня шла с золотой медалью. И, конечно же, хотелось всего добиться, развиваться, дальше идти по жизни и в музыке тоже развиваться. Я на тот период тоже мечтала именно о своем личном инструменте, строила дальнейшие планы, как, что, где и будет. И волонтерство в храме мне не хотелось бросать. И выпускной, конечно же, как и каждый любой ученик 11 класса, я мечтала о выпускном. То есть планов было очень много. Много всего хотела сделать. Сейчас вы хотите все-таки, когда будут позволять обстоятельства, ну, возможно, уже после нашей победы, поступать на ту же профессию, или вы бы сейчас выбрали что-то другое? В настоящее время, после всех тех активных военных действий, я убедилась в том, что я в области международного права или информационных технологий могу быть более полезной. Сейчас вся суть моей реализации заключается в том, чтобы быть полезной этому обществу. Я очень благодарна тем украинцам, которые отзываются на крик о помощи, поддерживают. И хочется тоже помочь чем-то этим людям, помочь моему государству, потому что государство старается помочь мне. Вот. И, конечно же, я в этом году тоже буду пробовать поступать. Может быть, получится. Тоже готовлюсь к экзаменам. Конечно, немножко другой формат, но буду стараться. И я не остановлюсь ни в развитии, ни в самореализации, ни в достижении личных целей. Я не могу подарить врагу то, что он хотел у меня забрать. Он этого не достоин. Поэтому все буде Украина, и я стараюсь верить в лучшее. Какие сны вам снятся, Маш? Про сны мне говорить, может, где-то даже неудобно, может кто-то подумать, что я какая-то странная, но ночами я кричу до сих пор. Казалось бы, сколько прошло времени, может кто-то подумать, что это не все так серьезно, что я там увидела там, и так далее. Может, бывает страшнее, но я вижу Мариуполь, и я кричу.
потому что мне обидно, мне больно, и каждый раз я переживаю эту боль. Мне снится Мариуполь, который живой, в котором нормальная весна, в котором все как должно быть, в котором еще моя живая бабушка. Моя бабушка была убита от руки именно русского солдата. Это было страшно, и именно от руки. То есть это нельзя списать там на случайность. И она мне очень часто снится. Мне Как снится это целая произошло? квартира. А она была очень вспыльчивая сама по себе до войны. Она характерная. Она говорила всю жизнь суржиком. И ее убили за украинское слово. Она разговаривала, она осуждала то, что происходит не с политической стороны, а со стороны человеческой. Ей было больно. И она кричала, а разговаривала она суржиком. И казалось бы, то есть это такая потеря, и даже могилы у нее нормальной нет. То есть мы не могли найти ее во время боевых действий. И когда мы ее продолжали искать, уже как бы вышли на связь с другими людьми, они засвидетельствовали ее погибель. То есть это сильная для нас тоже была потеря неожиданная. И я ее очень часто вижу в своих снах. И Мариуполь, он у меня рушится, а я не могу его отпускать в этих снах. Я пытаюсь его удержать там, а он все равно сыпется. И я просыпаюсь посреди ночи. Но страшнее всего, когда кричит моя сестра, у нее сложнее получилась психологическая ситуация, у нее случается приступ эпилепсии, которые мы стараемся контролировать, стараемся работать с психологами, но для нее это мучительное все. Но мы понимаем, что без специалиста в данном случае мы не справимся. И она кричит, бывает, ее трусит, и она не в сознании, но она кричит, и ей страшно. А я не знаю, что она видит, что она чувствует. Она закрылась после всего этого. Единственное, через что я могу знать ее чувства, это рисование. До войны она рисовала везде, где можно было рисовать. У нас дома всегда были обрисованы стены, столы. И когда-то за это ее ругали, а сейчас пусть рисует, что хочет и где хочет. Потому что через это видно, что она чувствует. Мгм. Она рисует очень много крови. Она рисует очень много тех картин, которые она видела. И ее работы, они тоже цепляют людей. Сейчас она посвящает свои работы тем событиям, которые в настоящее время происходят. Также она посвящала работы драмтеатру, центру Мариуполя, а, родильному дому города Мариуполь, который тоже разбомбили авиаударом. Скажите, пожалуйста, Мария, вот, после победы нашей какой будет Украина? Какой вы ее видите? Какой вы ее будете строить, вот свою Украину? Говоря об Украине после победы, конечно же, у меня огромное чувство гордости уже сейчас за мою страну и каждого соотечественника. В это сейчас борется каждый за победу, как может и чем может. И люди отдаются полностью. И я вижу сильную нацию. В первую очередь я вижу не здание, там что-то еще, а я вижу именно сильную цветущую нацию. Нацию, которая знает, чего она хочет. Люди уже все у нас поняли, кто они. Люди интересуются своей культурой, люди развиваются. И я вижу страну с огромным прыжком развития в разных фронтах. И я думаю, конечно же, отстройка зданий это само собой. Но самое главное то, что будет в сердцах и в голове у людей, чтобы какие-то ситуации предотвратить и в каких-то ситуациях мы заняли первые позиции. Я уверена, в этом плане переживать не стоит. И, конечно же, я тоже буду стараться сделать свой вклад в развитие нашей страны. Как я говорила, это могут быть и международное право, и развитие информационных технологий. Это очень актуально, это очень активно развивается. И при помощи всего этого нужно будет и можно будет рассказывать о том, что было, проносить это все дальше в массы. Мы не должны об этом забывать. Мы обязаны помнить каждого, как и погибшего, так и каждого нашего военного, который отдает свою жизнь за нас, чтобы мы могли планировать свое будущее. Так и, конечно же,
находить выгоду для нашей страны и развиваться дальше. Только вперед. Вот такой девиз, только вперед. Мария, знаете, вообще что-то тяжело говорить, потому что вам сейчас всего лишь 18 лет. То есть еще год назад, когда все это с вами происходило, вы были ребенком, по сути, и сейчас еще ребенок. О вашей сестре вообще не говорю. И все то, что вы уже пережили, ну, это для кого-то хватит на 100, на 1000 жизней. Но вы очень сильная. Вы очень сильная, вы смелая. И я абсолютно уверена, что у вас все будет хорошо, что вот такие, как вы, это и есть будущее Украины. Это наше светлое, наше честное, чистое, правильное будущее, за которое мы боремся сегодня. И обязательно победим. Я желаю, чтобы у вас, чтобы у вашей семьи, насколько это возможно, я понимаю, но чтобы все было хорошо, потому что, маме в первую очередь здоровье. И я еще раз хочу сказать вот нашим зрителям, друзья, я думаю, что вас тоже, как и меня, тронула эта история, то, что рассказала Мария. А, Их семье необходима помощь. Маме нужно лечение, Нелли, сестре, нужно лечение. И под нашим видео, еще раз говорю, что мы оставим реквизиты, мы оставим карточку Марии. И все, кто хочет помочь, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Я вам говорю спасибо, за то, что рассказали, за то, что доверили, потому что это тяжело, но это нужно знать всем. Это нужно знать всем не только у нас в Украине, потому что мы это знаем, мы с этим живем, мы это переживаем, мы боремся. Но это нужно знать вообще всему миру. И нужно понимать, насколько страшное лицо у русского фашизма, у этой гадины, которая пришла на украинскую землю, на цветущую украинскую землю. И вот такая семья, как ваша, прекрасная, любящая семья, мама, папа, молодые, вот они же молодые родители, у них дети, вы, сестра, талантливые, отличницы. И вот так в один момент обрушить такое количество горя и страданий. Но действительно, это все сделало вас очень сильной, очень сильной. Маш, спасибо вам большое. Спасибо большое, что вы откликнулись и так поддержали. Спасибо. Для нас это очень важно. Я очень вам благодарна за это. Спасибо большое. Спасибо. Слава Украине! Героям слава.